Всем привет! Вы на канале Realistic PS. Очередное обновление сопровождается очередным обновлением игрового процесса, и обновление 2.5.0 не стало исключением. Вместе с ним обновился и геймплей, о чем и предлагаю поговорить в рамках сегодняшнего ролика. Обсудим то, что успело измениться, ну и конечно же я поделюсь своими ощущениями от игрового процесса. Ваше же мнение касаемо геймплея я буду ждать в комментариях под этим роликом. Не забывайте поддерживать его своими лайками, а канал подпиской и колокольчиком. Как я отмечал еще в предыдущем ролике, в котором мы обсуждали версию 2.5.0, на своем сайте Konami выкатили отдельные статьи, в которых привели все изменения, которые коснулись игрового процесса. С ними мы, конечно, также ознакомимся, но в лишний раз напомню, что если вам захочется посмотреть на них лично, ознакомиться поподробнее, то они все так же ожидают вас на официальном сайте eFootball, все 4 статьи. Если же вкратце, то во всех статьях приведены наиболее заметные исправления в той или иной области геймплея. Касаемо пасов, игры искусственного интеллекта, при игре в обороне, ну и так далее. То есть я это к тому, что чего-то нового в игру не добавили, а скорее исправили то, что работало не совсем корректно до этого. То есть теперь в защите игроки допускают намного меньше ситуаций, когда они действовали немного неестественно при борьбе 1 на 1, ну или просто совершали какие-то действия, которые могли привести к ошибке в защите, которая могла привести к опасной атаке. Также были исправлены пасы. Во многом это коснулось движения мяча и его скорости при сильных и слабых передачах. Также это коснулось движения футболистов при передачах, забеганиях и так далее. И это также пересекается в целом с игрой искусственного интеллекта, поскольку она также была исправлена и во многом касается именно что их движения при передачах, при обороне, ну и в целом поддержки вашей игры, пока вы не управляете тем или иным футболистом, а он находится под контролем искусственного интеллекта. И заранее хочется отметить, что это действительно ощущается во время геймплея. Что же касается моего ощущения непосредственно от геймплея после обновления, то на удивление он мне очень даже понравился. Я не знаю, как оно будет потом, после очередного оперативного обновления и других мини-апдейтов, но на момент после обновления 2.5.0, первых матчей, которые я успел поиграть, он мне очень даже понравился. Я поиграл как с искусственным интеллектом на высоком уровне сложности, так и с реальными пользователями. Начнем с того, что распространенные ошибки и наиболее неоднозначные моменты, которые и без того присутствовали в геймплее, по сути никуда не убрались. Их стало просто немногим меньше, и они стали менее очевидными, но все так же присутствуют по ходу геймплея, и это, если честно, немножко расстраивает. Потому что, несмотря на обещания разработчиков, защитники все еще могут выпалить что-нибудь такое, после чего соперник может провести контратаку, в потенциале опасную контратаку. То есть даже после этого обновления геймплей eFootball 2023 это по сути один большой тайминг. То есть если ты не успеешь в какой-то момент сделать пас, выбить мяч, то жди опасной атаки к своим воротам. В целом же, несмотря на то, что некоторые игроки отмечают, что темп все еще быстрый, мне показалось наоборот, что темп игры немножко так замедлился, немножко притупился в хорошем смысле. Это заметно особенно по игре с искусственным интеллектом, ну и в принципе не чувствуется, что игроки прям несутся по полю даже в онлайн-матчах против реальных людей. Опять же, как и отмечалось разработчиками, это также чувствуется и во время игрового процесса. Искусственный интеллект вашей команды при игре чувствуется несколько иначе, и теперь он как будто бы отзывчивее. Он стал охотнее предлагаться под передачи и не меняет своего решения, когда начинает открываться под передачу. Поскольку раньше было распространено такое явление, что игрок вроде бы открывается, но в какой-то момент передумывает и не бежит вперед, когда вы уже сделали передачу на ход. Подобных моментов и вправду стало намного меньше. Ну и что касаемо общих тенденций, которые мы наблюдаем из обновления в обновление, и в целом уже привыкли к ним как к одной из сторон игрового процесса eFootball, например, сопротивление искусственного интеллекта на высоком уровне сложности, как упоминалось на отдельном стриме, до ворот против легенды еще возможно дойти, но пробить поворотом все так же невозможно. Защитники буквально стелятся под ваш мяч. Или, например, когда вы играете, неважно, с искусственным интеллектом или же против
против реального соперника, все еще возникают такие моменты, когда игроки не забивают из банальнейших ситуаций. Выгоднейшая позиция, крученый удар, неплохая сила удара, но тем не менее либо вратарь тащит, либо игрок, либо промахивается, либо, грубо говоря, попадает в штангу. То есть такие моменты все еще присутствуют. Но в целом же, после обновления мне геймплей очень даже понравился. Можно отметить, что Konami все еще продолжает нащупывать ту самую золотую середину касаемо геймплея, потому что из обновления в обновление он чувствуется постоянно по-разному. Но я уверен, что когда Konami нащупают вот то самое место, когда вроде бы и игрокам хорошо, и в целом для них приемлемый игровой процесс, они на чем-то подобном и остановятся, и будут полировать его, скажем так, до идеального состояния. Конечно, это не означает, что гандикап из игры пропадет, вот эти неоднозначные моменты также исчезнут, но все-таки переменчивость геймплея станет не такой уж и явной тенденцией, как мы это наблюдаем из обновления в обновление. Ну а что насчет обновленного игрового процесса после версии 2.5.0, думаете вы, дорогие друзья? Обязательно дайте знать в комментариях под этим роликом, как геймплей после обновления вам, заметили ли вы какие-нибудь изменения в отрицательную или же в лучшую сторону. Также делитесь в комментариях под этим роликом. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками, подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые, и прожимайте колокольчик для уведомлений. Всем спасибо за просмотр и удачи в eFootball. Услышимся уже в следующих видео на канале Realistic PS. Всем пока!